Всем привет! Снова мы здесь, в Кунаманджаре. Я Анна, беседую у камина. В преддверии 8 марта мы решили поговорить о самом сокровенном, и даже позже у нас будет небольшой для вас сюрприз. Тему сегодня давайте назовем «Женский день». 8 марта же скоро, девочки. Кунаманджаре, здравствуйте. Рада вас снова видеть. У нас весна почти за окном. За окном, да, уже солнце на полную катушку. Да, хорошо. Солнечный денек у нас, откроем секрет, через пару дней. Вот мы снимаем, я просто даже сама забыла, какое сегодня число. Но скоро 8 марта, вот это точно я не забуду. Через 3 дня. Через 3 дня, 8 марта, вот поэтому у нас сегодня тема «Женский день». И мы будем задавать Гуни Манджаре вопросы, опять смотреться в нее как в зеркальце и обсуждать женские темы. У нас осталось пару вопросов с прошлого эфира, и мы можем ответить, как такая разминочка, наверное. Вот, так, давайте вот тогда так. А почему мужчины с одними встречаются, а на других они женятся? Ну, как мы говорили, это уже целая тема для отдельного такого разговора, очень обстоятельного. Вот, и у нас есть даже книга на этот счет, я бы на ней женился, то есть она вся как бы посвящена тому, как мужчины женятся, в принципе, что срабатывает в этом механизме. И, если говорить, на этот вопрос можно отвечать с разными, скажем так, заходами. Можно как астропсихолог, может быть, вот в этом плане. Потому что есть две женские энергии основные, они проявляются через две планеты, это Венера и Луна. Вот, они в гороскопе наиболее ярко выражены у женщины, и они по-разному выражаются. И если говорить в плане астрологии, то эти две планеты, они враждебные друг по отношению к другу. В астрологии есть планеты дружественные, есть нейтральные, есть враждебные. Все как у людей, это те же отношения. И Луна и Венера – это две враждебные планеты. Обе женские, обе враждебные, да. Почему? То есть две женщины не уживаются, даже две разные женщины не уживаются, потому что это совершенно женщина, она как бы многополярная, это два полюса. Вот, один Венера, другой Луна, то есть Венера, она собой представляет такие романтические отношения, романтику и все, что есть, красота, романтика и все, что с этим связано, искусство. Луна – это планета, кто знает, тот знает, кто не знает, тот знает, это Луна – планета материнства. И поэтому два таких чувства, как романтизм и материнство, это чувства взаимоотрицающие друг друга. То есть мать, она может относиться к своему сыну как мать, и то есть там никакого романтизма не предполагается. Вот, поэтому это две разные энергии, потому что либо мы испытываем родительские чувства, либо мы испытываем романтические. И эти два направления, то есть они никогда не смешиваются. Конечно, есть разные вариации, то есть в каких-то романтических отношениях может какая-то там доля какой-то материнской заботы присутствовать, такое может быть, но в любом случае, если эти энергии, они не дружественные между собой, если одна энергия, она соревнуется с другой, если ее слишком много, то тогда получается определенный дисбаланс. И планета Луны, Луна, она более, это уже такая энергия, скажем так, семейная. Луна олицетворяет собой также семью, семейный очаг. И поэтому вот эта, скажем так, энергия более такая семейная и энергия романтическая, это несколько два разных таких, можно сказать, полюса. И может быть, если в женщине сильно проявлена вот такая венерианская энергия и лунной энергии недостаточно, то может получиться вот такой вариант, что с ней хорошо встречаться, она хороша для романов, для какого-то вот такого, я не знаю,
амурных дел, но как на жену на нее нету. Гуна, правильно я понимаю, что получается мужчины разделяют женщин на категории, вот с этой хорошо встречаться, а с этой хорошо жениться? Да. Да? Это 100% да, и основная, ну скажем так, ошибка мужчины и женщины, ну, не ошибка мужчины и женщины, а ошибка женщины в том, что она думает, что мужчина точно такой же, как и я, и все так думают на самом деле. Есть даже такое выражение на санскрите, оно звучит «аманитет малан джагат», то есть вот ну какой я, так я и вижу весь этот мир. И мы должны понимать, что вот это, в этом наше основное есть заблуждение во взаимоотношениях, мы не понимаем позицию другого. А кроме того, что еще есть разница между мужской и женской психологией, об этом, может быть, у нас будет в сюрпризе. Вот. Есть также разница между вообще разными людьми, они разные, а тем более мужчина и женщина, как мужчина и женщина разные. Вот. И поэтому женщина, она по природе своей, она целостна. Есть вот даже такое слово, которое характеризует, ну вот оно такое забытое слово, целомудрие. Вот основная характеристика женщины. И с чем это связано? Ну как вы думаете, с чем это связано? Целомудрие, я думаю, это определенный ход мыслей. Да, это определенный ход мыслей, который, ну, в общем-то, проявляется в определенном поведении. И что такое целомудрие? То есть оно состоит из двух слов, то есть целостность и мудрость. И женщина, она по своей природе, она целостна. То есть если как вы задали свой вопрос, то есть мужчины видят, что одни женщины хороши для романа, другие для семьи. У женщины этого нет, она целостна. У нее что хорошо для романа, то хорошо и для семьи. Ну, конечно, есть сейчас разные вариации, мы можем видеть, но в ее, скажем так, здоровом состоянии женщина, она вот так смотрит на мужчину, и то, с кем она имеет романтические отношения, она, конечно, его видит как своего мужа, и иногда это происходит у нее неосознанно. То есть иногда она это осознает и очень часто не осознает, когда к нему начинаются претензии, ожидания, то есть она уже вышла за него замуж. Досрочно. Досрочно. А он, для него это как в этом таком плохом анекдоте, что секс это еще не повод для знакомства. То есть для него это еще не повод для знакомства, потому что у мужчин вот это есть четкое разграничение, что для семьи, а что просто для романа. У женщин этого нету. Она целостна по своей природе, и она считает, то есть она думает о мужчине, что вот он такой же, то есть одна магнит и отжигат, то есть она думает, что вот такой же. Вот, но тут есть разница, и он совсем не такой. Поэтому мужчины, они могут вполне благополучно общаться с теми, кто с ними в таком романтическом настроении, в таком венерианском духе. И поэтому для женщины очень важно вместе вот с этим романтизмом также энергию Луны, энергию какой-то такого более целостности, которая в ней есть, и ее целостного восприятия вот в эти отношения также она должна как-то внедрять, они должны присутствовать. То есть, если мне хочется, чтобы мужчина именно видел во мне жену, я должна транслировать какие-то определенные свои энергии, да, чтобы он разглядел именно вот эти качества, чтобы у него там не отвлекался. Есть другой момент, который один другому противоречит. Если женщина, она слишком так на лунной энергии, то она и не привлечет к себе. Вот, то есть такая, мамаша. Грустно. Вот, мамаша. Тут отпугнула, там не привлекла. Куда бежать, Гуна? Да. Поэтому основной принцип, женский принцип, это принцип Венеры, это принцип баланса. То есть вот эти два полюса она должна в себе совместить. То есть если есть перекос в этот, скажем так, лунный принцип и нет, не проявлен венерианский, так как, опять же, мы говорили, они враждебны друг другу, то это будет такая просто, достаточно такая правильная, скучная тетя. Вот, и, может быть, дальше, когда отношения развиваются, это все имеет место быть в каких-то своих дозах, может, немножко больше начинает Луна проявляться, но вначале очень важна вот эта энергия привлечения, и
я вот говорила, и не так давно были консультации, тоже я говорила об этом девушкам, которые активно изучают все, и как правильно, и все вот эти, то есть они стараются быть серьезными, но я им говорила, то есть вы, пожалуйста, не перегружайте ваши отношения вот всеми вашими познаниями, которые вы поняли, то есть в любом случае отношения начинаются на первом импульсе, это венерианский импульс, это такая легкость, это такая игра, красота, определенная гармония, но в то же время внутри себя вот ваш, этот лунный принцип, он должен там быть. То есть вы сами должны, скажем так, вот эту внутреннюю целостность в себе держать. А как вы будете, какими гранями поворачиваться, это уже, конечно, это уже ваша мудрость, уже ваша какая-то такая, скажем, игра в какой-то степени. То есть самое главное помнить, что мужчины разделяют такие очень хорошо разделяют. Дело в том, что мужчина, он сразу, во многом он сразу видит женщину, с которой у него могут быть легкие, ни к чему не обязывающие отношения, и сразу более серьезные варианты. А женщина, она вот всех видит вроде бы как бы одинаково, вот что вот с этим можно создать семью, с этим можно создать какие-то длительные отношения. Мужчина так не смотрит. И другой момент, что мужчина также он может тестировать женщину на то, что вот можно ли с ней создать легкие отношения. И обычно это очень часто происходит, когда мужчина что-то там начинает предлагать, какой-то облегченный вариант взаимоотношений, давай, может быть, мы как бы вот такой скоростной вариант. И женщина, она, боясь ему как-то отказать, что вот если она скажет реально о своих предпочтениях, она боится, что она его потеряет. И иногда это происходит, и некоторые варианты, может быть, и лучше потерять, может быть, их и стоит потерять. И поэтому, а некоторые, наоборот, они просто, скажем так, они женщину проверяют, тестируют, обязательно будет тест. А зачем? Они это подсознательно делают или это сознательное такое? И сознательно, и подсознательно. А что они хотят? Зачем они так? Женщина что же испытывает мужчину? Да, есть такое, наверное. Но женщина как-то в целях создания семьи, наверное, насколько она может на него положиться, да, испытывает. Она в целях, да, женщина, она всегда будет испытывать мужчину в целях, как на него положиться. И мужчина тоже полагается на женщину. То есть он целомудрие тестирует. Он полагается, потому что женщина, которая легко подпадает под влияние мужчины, то есть он же прекрасно понимает, что не он первый, что ее будут окружать и другие мужчины, и вот как тоже подпадет. Как, что называется, плыть в этой лодке, которая имеет пробоину. То есть он тоже, то есть мужчине тоже нужна надежность в отношении с женщиной. То есть, естественно, он ничего ей так не скажет, но он будет ее достаточно недорого ценить. То есть это будет для него несколько такой дешевый вариант. Хотя он может там, как угодно, развиваться соловьем, и сейчас весна, и все самое время поют, и все другие особи тоже как-то выходят на свои игры. И вот у мужчин то же самое это есть. И поэтому какая-то внутренняя чистота, какая-то внутренняя целостность, во многом это задача женщины. Поднимать мужчину с его такого уровня. А вот вы сказали поднимать мужчину с его уровня. Это очень интересно. На самом деле это вот следующий вопрос есть такой. Суть сходится к тому, что вот если мужчина там за полвека, то есть такой неверный. Вот есть, я помню, как мне одна умная женщина когда-то сказала, посмотрела на моего избранника и сказала: Аня, це кабель. И вот це кабель. И была таки права. Я вот потом со стороны на
него, слава богу, уже с другими млекопитающими наблюдала и поняла, что она таки была права. Так вот вопрос, если мужчина, такой у него есть диагноз, если он не задерживается, если он замечен был таким ветреным поведением, что можно ли с этим что-то сделать, или это уже совершенно, как говорят по-английски, lost cause, то есть или можно его поднять на этом уровне, что вы тут посоветуете, как вы думаете? Это по-разному бывает. То есть я не могу ответить вопросом там да, нет, то есть нельзя или можно. То есть в разных ситуациях по-разному. Иногда это диагноз, который можно принять. То есть если вы согласны на это, то... Ну, мало кто согласен, но если девушка спрашивает, если она, то есть это говорит о том, что она готова работать над этими отношениями, она понимает, что такая ситуация, я думаю, что это не устраивает. Но, видимо, человек вот дорог, да, вот, и она хочет как-то посмотреть, если вообще изменится ли, можно ли что-то сделать, или это уже просто, совсем. То есть если мужчина ветреный, это он будет всегда такой, или можно как-то над ним поработать? Можно ли его вывести на чистую воду, вот поднять его как-то его, особенно, например, если уже были отношения, вот у многих людей, они расставались, они пробуют сойтись вновь, то есть есть такие пары, то есть была какая-то неверность, например. А стоит ли женщине пробовать, стоит ли давать еще один шанс, и как подходить к этому, то есть сразу переходить на лунную энергию, как-то больше уже, наверное, что здесь вот? Тут, как вы могли заметить, тут есть несколько вопросов. Первый вопрос, он звучал в том, что стоит ли завязывать отношения, если такое произошло, если такое есть, и стоит ли продолжать или как-то поддерживать отношения, если произошел такой уже момент. Вот, то есть, опять же, это все очень индивидуально, не могу сказать, что ответить на вопрос да или нет, все очень индивидуально, опять же отвечу. Но в некоторых случаях, то есть если все-таки женщина, она как-то направлена на то, что на развитие, на возвышение какое-то своего сознания, и эта атмосфера, она будет в доме, то, конечно, есть вариант, что человек будет развиваться, и, то есть вот эти все низшие вкусы, они будут отпадать. То есть возможно? Это все возможно, нет ничего невозможного, если у человека ограничивающие убеждения. Но в то же время нужно принять вероятность того, что природа, она будет брать свое тоже. То есть сложно сказать, опять же, как у каждого это индивидуально происходит. И в семье тоже, если это происходит, то, понятно, это не нужно никак поощрять, то есть какое-то должно быть отстранение, какая-то строгость со стороны женщины, то есть она должна выразить свое, скажем так, несогласие, недовольство тем, что происходит, и как-то мужчина должен почувствовать, что ей это не нравится. Не просто она будет говорить, ворчать, его пилить, то есть, какие-то, в общем-то, санкции должны... Санкции. Да, должны, в общем-то, ввестись. Вот, но дальше смотреть, если, то есть, шанс, конечно, стоит давать. Всегда нужно давать шанс и посмотреть, то есть, насколько человек действительно он понял урок, насколько ситуация меняется, и принять также и свою судьбу где-то в какой-то степени, но, опять же, в рамках здравого смысла. Гуна, а насколько важно согласие мужчины? То есть насколько нужно быть с ним откровенным, говорить, что вот еще одна попытка, вот границы, ты за них заходишь, вот будут такие-то, такие-то санкции. Или с мужчиной на таком уровне развития лучше просто не обсуждать, а как-то заниматься собой, гнуть свою линию, как-то его не в лобовую атаку идти. Вот как лучше? То есть поставить ему сразу условия, и если что, то я твои тапочки по почте маме твоей вышлю, или как? Тут, как всегда, как во всем, хороша золотая середина. Это все инструменты, которыми важно пользоваться и которыми нужно пользоваться очень, скажем так,
очень, тут нужно искусство применять вот эти все вещи. И с одной стороны, да, женщина должна она проговорить свои какие-то условия и то, что ее волнует, она должна сказать, это не должно быть как в такой передаче «Угадай мелодию». Вот, то есть это ужасно. Обиделась. Почему? Потому. Догадайся нет, сам. Или как спрашивают, как дела? Все нормально. Все нормально, все внутри нормально. Там вихри бушуют. Нет, конечно, это называется неискренность. Нужно обязательно сказать, что происходит. Человек должен понимать, что происходит и за что его наказывают или за что и как. То есть такой открытый разговор должен быть. Другая крайность есть, что женщина, она как бы вооружилась дубиной и ходит постоянно вот с этим инструментом. То есть нужно сказать, и дальше просто нужно достаточно быть последовательной в этой линии, то есть человек понял за что, и все, и не нужно больше не дубасить. Не дубасить, потому что, то есть нет смысла бряцать оружием слишком долго. Интересно, что за оружие вы сказали, потому что, я открою секрет, у нас сейчас был такой, мы пообедали, прежде чем разговаривать, хорошо подкрепиться, и у нас зашел разговор с оператором и по совместительству с супругом Гуны Манджари о воинствующих женщинах. Вот. И я говорила, что женщина, в принципе, может и так, и повоевать, и Венеру включить, и лунную энергию. А вот Михаил говорил, что женщина все-таки мыслит по-другому, что есть большая разница. И вот мне бы хотелось в преддверии вот такой сюрприз сделать, все-таки попытать мужчину. И, наверное, получить ответы от мужчины, как они реагируют на наши эмоции, как лучше к ним подходить. Потому что если вот одного индивидуума поймать, это мы думаем, что мы разные все, на самом деле мы реагируем примерно одинаково. И то есть я подумала, что будет здорово вот здесь вот с Гуной, с ее супругом поговорить. Вот, но я не знаю, он у нас сегодня как в настроении поговорить. Вопрос к тебе. Так, не знаю, жалко, что у нас нету зрительного зала, тут не могли бы похлопать и попросить. Вот, так что было бы здорово, что... Я попробую. Вот, Михаил. Мне вообще очень нравится, когда вы вдвоем, потому что с одной стороны контраст, с другой стороны вот так прям такая вот волна и такое все здорово. Михаил, вот скажите, пожалуйста, когда женщины вот эмоциональные, мы с вами говорили, что же я вам сказала, что вот это вот говори со мной ласково, вот еще нежнее. Вы что сказали? Обычно мужчина в такой ситуации, разные мужчины есть, вы знаете, опять-таки я согласен с предыдущим оратором, с Гуной Манджари. И я согласен, что каждый человек, он целый мир. То есть невозможно сказать, что думает мужчина вот в этой ситуации или что думает мужчина в этой ситуации. Я могу сказать про определенные категории мужчин. И, эти мужчины не любят, когда им так, знаете, резко что-то говорят. Это же не резко, уже подожди, сказать, говори со мной ласково. Это разве резко? Сегодня, понимаете, в этом сегодняшнем мире мужчины, они не получают того воспитания, которое они должны получить в семьях. То есть быть стабильными, понимать, что перед тобой слабая женщина, понимать, что ты сильный мужчина. У нас сегодня мужчины сильные, все, и женщины все слабые. И поэтому в этой ситуации мужчина как бы действует больше согласно того воспитания, которое он получил. А воспитание, которое сегодня получают мужчины, оно очень проблематичное на самом деле. Они не понимают, что женщина – это существо другого плана, что женщина, она эмоциональна. И поскольку воспитание у мужчин сегодня, оно… В основном, где мужчины получают сегодня воспитание? Кто их воспитывает? Сильные женщины и слабые. Абсолютно правильно. Сильные женщины и слабые мужчины. Отец, который лежит с газетой и не занимается сыном, то есть сын откуда берет свое… Война, он устал. Он устал, воевает. Откуда он берет свои свое поведение? Он смотрит на маму. Мама что? Эмоциональна. Мама эмоциональна, и он становится таким, знаете,
эмоциональным, эмоциональным маленьким сынком. Ой, И какой естественно, когда женщина ему дает какое-то свое эмоциональное утверждение, к сожалению, мужчина сегодня, он реагирует эмоционально. Он не останавливается. У него нет этой секундной паузы, которая нужна для того, чтобы обдумать. Он очень серьезное существо. Да? Должен быть. Да. Супостуби. Вот, он должен быть серьезен. То есть он должен остановиться, увидеть свою супругу, разглядеть ее внимательно. Понять, что она другая. Понять, что она другое существо. Подышать, да? Да. Успокоиться. Как-то дать ей возможность успокоиться, дать эту маленькую паузу. Что делает мужчина? Пусть поезд проедет. Да. Мужчина Сейчас она бросает, вот уйдет. на самом деле хороший пример, пусть поезд. Мужчина бросается с копьем Этот поезд. на поезд. Понимаете, я помню историю удивительную. Я читал один интересный фантастический рассказ, как один рыцарь собирается в дорогу, садится на коня, идет драться с драконом. И вот он, значит, едет на своем коне с этим огромным копьем и видит уже дракон мчится, значит, летит этот дракон по своему там пути, там у него глаза светятся, и мужчина бросается к этому дракону, копьем его бах отлетает в сторону, дракон пролетает мимо, и, значит, казалось бы, на этом сцена закончилась. Но нет. только все начинается. Только все началось. На самом деле сидит машинист в поезде и говорит, опять этот сумасшедший на коне с копьем. Почему он каждый раз выходит в одном и том же месте? И вот поэтому эти мужчины, они должны понять, что женщина, вот когда нам говорят, дай проехать поезду, дай успокоиться. Но, к сожалению, вследствие того, что мужчина недостаточно воспитан, у него нет этой правильного видения женщины, правильного видения своей ответственности по отношению к ее эмоциям. Он вступает с ней в открытый бой. И, к сожалению, Проигрывает. не всегда. Не Вот всегда. вот этот самый странный случай, Так у нас что, уже разногласия. что я наехал на женщин, да, вот, вернее на мужчин, что он не получает воспитания. Но и женщина не воспитана. Но женщины... Что она не понимает, что когда мужчина идет копьем? уже с копьем, Знаешь, то с ним нужно, знаете, как в Ведах есть один очень интересный рассказ, и там одну очень совершенную женщину спрашивают, как у нее было, у нее было 5 мужей. Как это случилось? Длинная история, но факт. Ее спросили, как же ты обращаешься со всеми 5, они самые великие воины во всей вселенной сегодня. Это Она Драупади так- была. Да, это действительно была Драупади. И она сказала, как с ядовитыми змеями, очень осторожно. Потому что с ядовитыми змеями надо обращаться осторожно. Поэтому женщина, когда она видит, что там уже копье наперевес, и мужик уже пошел, если она идет с ним лоб в лоб, получает в лоб. То есть это, к сожалению, да. То есть он ее видит как такого своего Он парня, начинает да? видеть ее не как женщину, а как объект. Как мужчины разговаривают? Ну да, так. По-пацански. Что, видим, да? Вот что они, вот как они себя ведут. И когда женщина ведет себя так же, естественно, он, конечно, в стойку, и все Ну, заканчивается же тем, делать? что А женщины делать, бывают когда ласки побиты. хочется? Вот мужчина, вот сейчас так гуна, вот когда ваш муж вот так разговаривает, вот как найти подход к мужчине? Вы Вот лучше помогите. ей личные вопросы не задавать. А мы сейчас будем раскрывать семейные секреты. Не будем. Не будем. Не будем. Все люди ругаются, мы тоже ругаемся, и как-то мы выруливаем. То есть, Да, приходится. Ну, то есть это действительно так, что это действительно для мужчины сложно, когда женщина приходит вот с такой вот эмоцией, да, это действительно мужчину перегружает? Нет, Нет? это не сложно. Когда она приходит с эмоцией, понимаете, есть разные вещи. Есть прийти с эмоцией, есть прийти с заказом, а есть прийти с утверждением. Понимаете, если женщина приходит, она эмоциональная, она не знает, куда деться, мужчина относится к ней как к ребенку. А что случилось? Как тебе помочь? Если она приходит с заказом, она говорит, я уставшая, и я хочу отдохнуть. Пожалуйста, сделай что-нибудь, это твоя ответственность. Если она приходит к тебе и говорит, что расселся? Ты что, не видишь, я устал? Ну-ка давай. И вот, если вот эти вот 3 понятия, когда она придет к нему как эмоционально, он поймет. Если она придет с заказом, то есть
он начнет думать. Если она придет с утверждением, претензией, он начнет сопротивляться. Потому что мужчина не лошадь, его невозможно поставить в стойло. Даже если он лошадь, был такой... Не согласен. Да, он не согласится. Его Даже не если так-то там просто сено поставить было. в стойло. Знаете, есть один фильм замечательный, я не помню, как он называется. Там была такая фраза, говорит, когда я вижу женщину, она говорит, когда я вижу, говорит, свободного мужчину, я вижу как лошадь, его надо обязательно поставить в стойло. Вот мужчину и так-то просто поставить в стойло. То есть есть разные, конечно, мужчины, опять-таки, но если ты имеешь дело, то есть если ты имеешь дело с мужчиной, ты его не поставишь в стойло. И если ты имеешь дело с мужчиной, который не получил достаточного воспитания, то ты, конечно, его поставишь в стойло, и ты будешь относиться уже к нему не как к мужчине, а женщина будет к нему относиться, ну, как к коню, к ослику, там, мерину или еще что-то. Вот. Вдвоем вот с ними. Вот такое отношение будет. То есть мужчины сегодня, к сожалению, без воспитания, женщины, к сожалению, без воспитания. Результат, они бьются. Но интересно, если они не бросают друг друга на каком-то этапе, а между ними возникает нечто, что-то, то есть они начинают учить друг друга, учить жизни. К сожалению, уже очень поздно, но побитые, изрядно, знаете, вот как в этом фильме, как в этом, изрядно пощипанные, но не побежденные. Бременский музыкант, была такая фраза. Изрядно пощипанные, но не побежденные. А вот такой вот, у нас скоро 8 марта, и чаще всего, я заглядываю на женские форумы, и чаще всего, конечно, женщине хочется что от мужчины, ей хочется внимания, ей хочется поддержки, и нам иногда даже хочется подарков. И вот как к мужчине, допустим, вот скоро 8 марта, я вот сижу, нервничаю, он мне подарит цветочки. Как к мужчине вот так вот тонко намекнуть, чтобы было, сманипулировать. Как сманипулировать? Давайте назвать вещи своими именами. Да, что в этом такого? Но давайте сделаем мужскую версию и женскую. Вы знаете, я вам хочу сказать такую вещь, если мне уже позволят отвечать. Если не позволят, то тоже ответить. Ну да. Тогда без позволения. Мне просто надо уйти, просто вас двоих Нет, вы поснимать. хорошо здесь. Ну да. Здесь, знаете, такая ситуация. Конечно, женщина должна... Я интересную вещь узнал, что на самом деле с женщиной нужно иметь дело так. Женщина достаточно практична. И когда ты ей делаешь какой-то, вау, мужчина бежит в магазин, он пробегает по всем там магазинам, находит что-нибудь, что он там, вау, это, наверное, ей так надо. Приносит домой. Если женщина умна, она берет этот изумительный подарок. Говорит, вау, какая То есть восхищаться в любом случае. В любом случае, какую бы... Она говорит, какая красота, ну, спасибо тебе, дорогой. И все. Понимаете, то есть женщина, она обычно хочет, чтобы она получила нечто, что она хочет. Ошибаюсь? Ну да. Нет. Женщина обычно, вот я многие слышал, мне мужчин, лучше спросить у женщины, что она хочет, взять ее в тот магазин, походить там с ней по магазину, побродить или посидеть где-нибудь, дать ей побродить. Сейчас и она счастливая прибежит и сказать они ей... просто застрелятся, походить по магазинам с женой. Вы знаете, я вам хочу сказать, вот когда женщина воспитана нормально, то она пойдет и выберет себе что-нибудь, что оно возможно. То есть она не будет сходить с ума. И это будет ему по карману, потому что она сама прекрасно знает, в каком положении они находятся. В основном сегодня, к сожалению, женщины, не все, конечно, но вот женщины, они управляют домашней казной. И поэтому она знает, она побежала, посмотрела, вот это хочу. Потом побежала, посмотрела, вот это хочу, потом вот это хочу. Потом посмотрела потом на мужа. покупает себе что-нибудь дешевое такое и удовлетворяется. То есть она как бы посмотрела. Есть другие, конечно. Есть у женщин, у которых в магазинах наступает психоз. Это их жизнь. И они уже не могут выйти оттуда. Они каждый день ходят в магазин, чтобы каждый день купить. Но это болезнь. Я имею в виду нормальных людей. То есть нормальных женщин, которые понимают бюджет. Вы сказали, как манипулировать. Сдавайте своего брата, так как вами манипулировать? Никак. Манипуляция в молодости же должна быть какая-то. Я вам хочу сказать так. Подойти и сказать, хочу цветочки. Или не пойдет? Вы знаете, я вам хочу сказать интересную вещь, что в тот момент, раскрывая все карты,
Так. Вот сейчас все карты раскрывают. Так. Когда женщина Барабанная очень дробь. внимательна, да, когда женщина очень внимательна к мужчине, и она исполняет то, что он хочет, делает что-то по мелочам, да он сам захочет Сам это будет. сделать. Да. Вот, девочки, манипулировать мужчиной так, быть очень к ним внимательной. За сколько? 2 недели до 8 марта Нет, пойдет? всегда. Всегда? Всегда. Что всегда? Всегда. Мы всегда, а вы только 8 марта? Нет, почему? Мужчина... Нет, вот тут как раз самая большая ошибка, что на самом деле, когда женщина, она внимательна к нуждам мужчины, а у него совсем немного. Да, кстати, Да, слава очень богу. мало, я даже могу перечислить. Давай. Но одна из них это поесть. Поесть. Да. Хорошо. Самое главное, если мужчина накормлен, если он вовремя покормлен, все, ему практически, опять-таки говорю, больше ничего не надо. Все, если он вовремя получает свой там, ну что он там ест, Поёк. Паёк. поел. Ну, просто. Вот, вовремя получает все, что он любит. Он любит. Есть женщины, которые не умеют, не хотят, конечно, любить. Вот. Если мужчина получает вовремя, что он любит, он о ней позаботится. Если он, конечно, не эгоист. Вы задаете абсолютные А так вопросы всё и хорошо ждете начиналось. абсолютный ответ. Да. Но их нет. В этом-то и весь секрет. То есть- Если мужчина воспитан, чуть-чуть женского внимания, немножко ее вот заботы о нем, она знает, что он любит это. Вы думаете, он не принесет? Да побежит. Побежит, Побежит. Гун, вы согласны? Так действительно работает? Ну да. Она очень вздохнула. Да, ну что-то так грустно это было сказано. Гуна. Но мы не будем сегодня. Ну да, просто, как сказать, не хотелось бы это делать как какие-то наши беседы между собой, Да. потому что там есть масса, много нюансов, и каждый человек это вселенная, и там свои есть, у каждого человека свои фильтры. И что работает для одного, не работает для другого, поэтому не хотелось бы давать каких-то вот таких общих рекомендаций, каких-то общих. Потому что с одним человеком будет работать так, с другим человеком. То есть нужно находить, что для вашего партнера, что для него ценность. Да, и вот уже на основе этих ценностей вот как-то вот так взаимодействовать. Ну, опять же, как он говорил Предыдущая рада. Михаил, что есть люди эгоистичные, тогда нужно понять, что можно ожидать от этого данного человека, где его лимит, потому что каждый человек имеет свой лимит тоже. То есть не так, что я была идеальная ведическая жена, я там танцевала с подносом и пела ведические мантры, а вот он, в общем-то, как был, так и остался, или, может быть, что-то чуть-чуть. То есть он не стал идеальным ведическим мужем, что такое, что не работает в этой системе. Но дело в том, что любая ведическая система, как и любая мудрость, она всегда применяется в соответствии с 3 факторами: место, время и обстоятельства. То есть, и поэтому для того, чтобы применять какое-то совершенное даже знание, пусть совершенное, оно не применяется просто вот так, в воздухе, оно применяется к определенным обстоятельствам. И поэтому, если вас еще не сильно запутала своим объяснением, поэтому для того, чтобы что-то работало и понять, как оно работает, нужно понять, как вот в данных конкретных условиях это совершенное знание будет работать, насколько у человека есть его лимит, насколько у него есть его потенциал. Вот рассматривая вот в этих, скажем, всю вот эту базу данных, рассмотрев, то есть и тогда можно, как-то можно оперировать всеми вот этими принципами, я бы так сказала. Вот. Отвечая конкретно. Есть еще вопросы к мужчинам? А вы куда-то хотите пойти? Нет, я займу свое операторское место. Просто это правда, что каждый человек индивидуален, но я просто когда только начала слушать лекции Олега Геннадьевича, что меня удивило, что он сказал, что для мужчины женский мод это аскеза, то есть женщину слушать, женщину поддерживать. А мне казалось, это ерунда какая, пришла я, грустная, ерунда. А для мужчины, я помню, я пришла к мужу и сказала, что правда. Он сказал, да. Это тяжело. Я подумала, вагон разгрузить с картошкой, это тяжело. А выслушать девушку, что там ерунда? А он говорил, что да, это сложно. И то есть сейчас я понимаю, что есть какие-то общие истины, которые действительно мужчине сложны. И то есть
вот это вот опять-таки, что мы разные. Вот эта разница, как вы сказали, что я думаю, что ему так, потому что я со своей колокольни сижу, да. И вот есть женские эмоции, мужчине тяжело. Ну давайте исходить из мужчин, у которого нет опыта духовной практики, у которого там нет нужного воспитания, да, то есть вот это вот какой-то, наверное, подход, то есть эмоции ему тяжело, но все равно как-то открывать надо, да, то есть какие вот вы считаете, вот как вы видите, самые большие, наверное, ошибки, которые делают женщины с мужчинами? Вот что мужчина, как вы говорите, выводит, вот бесит? О чем женщина может не подозревать, а мужчину прям... А еще мужчины, кстати, говорят, женщины скрытные, а мужчины тоже. Я вот не знала, что моего мужа это раздражает, пока не спросила. Он бы так, наверное, всегда терпел. Вот о чем молчат мужчины? Знаете, мне как-то не очень удобно При женщине. Ну, почему? отвечать на эти вопросы. Я могу даже сказать почему. Потому что так я не обладаю такими огромными знаниями. У меня... Ну, просто как мужчина, вы как представитель... Знаете, если я всего. начну сейчас говорить, я буду как бы открывать какие-то свои личные, Понятно. свое видение на личные отношения. Поэтому мне достаточно сложно. Ну, я попробую обратиться к Писанию. И там одна великая женщина, она перечисляет, в общем-то, опять-таки, Прабхупаде? она перечисляет, что она не делает. И одно из качеств, она никогда не зависает в дверях. Что значит не зависает? То есть обычно женщина, она подходит к дверям, это слова Прабхупады, она говорит, ну, я никогда не стою в дверях очень долго. То есть она не нависает над мужчиной. Потому что когда женщина, она нависает над мужчиной со своими устремлениями, целями, желаниями, то есть когда она не дает ему его пространство, то есть... А пространство для мужчины его личное, это важно? Очень важно. Это очень важно. Очень важно. Тем более, любая женщина может запросто испортить все то хорошее, что может сделать для нее мужчина. Каким образом? Забрать у него его пространство, его желание, его свободное желание что-то творить и делать. Вот это самое распространенное, что происходит во всех семьях. Кстати, согласна абсолютно. Я в этом тоже повинна. Да, то есть, если я у него в гараже бантики повесила, шторки прибрала, все, а он ничего не может найти, это оно, да? Нет, это не оно. Это чуть-чуть сложнее. Здесь есть... Сложнее. Да, чуть-чуть, я попробую это объяснить. Немножко сложнее. Когда женщина что-то хочет, обычно как делают современные женщины? Вот вы спрашиваете, окей, а как сманипулировать? А что надо сказать, чтобы он глупый понял, что мне вот это надо? Мы думаем, правда, если у нас нет 20-летней практики духовной, мы правда, вот я думаю, что если женщина спорит, ну мы правда, ну есть такое. Здесь есть, вот здесь секреты для женщины кроются на самом деле. Для того, чтобы сманипулировать мужчину, его манипулировать, вообще любым человеком манипулировать очень сложно. И для человека, если им пытаются манипулировать, это очень обидно. Потому что он обязательно поймет, что это так. Что же женщина должна сделать? Она должна сделать ему заказ. Я бы хотела, чтобы это было так. И не стоять в дверях. И не стоять в дверях, то есть не нависнуть над ним, не ставить ему временные рамки. Ни в коем случае. Не говорить ему, что ты же обещал туда-сюда. То есть, когда он начинает наваливаться вот с такими вещами, ему начинает это быть все в тягости, он уже больше ничего не хочет. Но если она скажет, что мне бы хотелось, чтобы это было так. Все. Все. Но это очень по-мужски, то есть мне бы хотелось, что не эмоциональный, вот такой вот заказ как раз на мужчину и подействует. Потому что когда женщина придет и скажет ему, ну, даже девочка маленькая, верите, у меня, вот тут я могу открыть секрет. Моя дочка в свое время, ей нужен был компьютер. У нас с деньгами было очень сложно. И она училась, и вот какая-то женская мудрость ей подсказала, как нужно сказать папе, что ей нужен компьютер. И она мне позвонила, значит, я был на работе. Она мне сказала, папа, я должна учиться, мне нужен компьютер, пожалуйста, реши эту проблему. Обалдеть. Девочка. Вот все, вечером у нее уже был компьютер, да. Потому что я сказал себе, стоп. Реши эту проблему. Это же вот вас сразу так вот, как я не могу решить эту проблему. Это ведь очень тонко. Очень тонко. Она сообразила, что она не может. У нее есть папа взрослый. Пусть он решает мою такую проблему. Я таки пошел,
И решил. И решил, я купил ей компьютер, какой она хотела, все, поставил. Потому что понял, что обращение было правильно, то есть не было слез, не было ничего такого, было просто вот, у меня есть проблема, мне это надо сейчас. Да. Обалдеть. Вот я сейчас с точки зрения женщины могу сказать, ну такой, то есть Гуна у нас, ну, больше 20 лет ведической как бы практики духовной, это такой очень сильный человек, да, вот. А вот на начинающем пути вот так вот сказать, кажется, что это очень прямолинейно, кажется, что это очень жестко. Вот эта вот манипуляция, это на самом деле желание женщины как-то смягчить, подойти и сказать, ну как я ему скажу, реши эту проблему, как бы это сразу прям бог. А я подойду и скажу, ну вот как бы, ну вот рекламу видела, вот там компьютеры показывали, красивые, и все. Ну вроде намекнула, и так можно намекать бесконечно, пока не придешь и скажешь, так, реши проблему. То есть это не оскорбляет мужчину, то есть это такое прямое отношение вполне. Ну, он чувствует, что да, есть заказ. То есть она не сказала, когда, что у меня есть проблема, не знаю. Здорово. То есть говорить проблему, делать заказ, это нормально. Да. То есть Но не ставить временных рамок, потому что мужчина, он должен рассчитать, он должен чувствовать себя героем в глазах женщины. Он должен совершить героический поступок, разбомбить свой банковский счет, прийти сюда с этим компьютером, поставить и сказать, на, милая, вот тебе. И она скажет, вот это здорово. Но временных рамок не нельзя. ставить. Если она говорит так, знаете, вот, опять-таки, пул-папа, почему бы нет, есть такая газета во Франции. Вот, и там была маленькая картиночка, содержание такое, сидит, значит, жена поехала с мужем на рыбалку. Она же не знает, что такое рыбалка. Он знает, что палочка, веревочка, крючок, червячок, завязал поплавок, закинул, сел на стульчик, волны бегут так хорошо. И вот он может сидеть так, часов 40. Ему не надо ничего не надо там. А женщина? Мне даже интересно, как вы сейчас это расскажете. Женщина приезжает, открывает багажник машины, достает горелку, достает сковородку, поставила, бросила туда масло, и масло закипает, а он кричит, ну что сидишь, говорит, тащи скорее рыбу, говорит, масло уже кипит. Да. Вот это вот так вот, временные рамки. Еще ничего не поймал, там сосед уже поймал. И рыбалки у мужчин уже больше нет, все. Потому что домой они уедут уже полностью в разрушенном состоянии. Он просто не поймет, что она хочет. А она не поймет, в чем дело. Мы же пришли в гастроном. Здесь надо же мгновенно выйти. У меня уже масло кипит. Масло закипело, а где рыба? Класс. То есть универсальный такой рецепт, если, допустим, возьмем пример с цветами, да, то есть подойти, вот, а вы меня поправьте, если не прав, подойти к мужу и сказать, мне бы хотелось, да, чтобы у меня там на 8 марта цветочки были, да, или нет? Неправильно я поняла, или правильно? Это очень, на самом деле, вот это очень сложный вопрос. Вопрос о цветах, я вам хочу сказать, иногда женщина, она просто не доходит и не дает мужчине созреть для цветов. И вот и обычно это всегда случается, я хочу сказать, за день до того, как мужчина собирается купить цветы, Точно. за день до того, такое. как мужчина собирается купить цветы, она устраивает ему грандиозный скандал по поводу того, что нет цветов. Юлти. И она остается, естественно, без них. Без цветов. Это всегда так происходит. А почему так, кстати, да? Вот так. Да. Потому что мужчина где-то внутри, у него включается какой-то счетчик, таймер, и он говорит себе каждый раз, надо купить цветочки. Он заходит в магазин с ней, он смотрит на цветы, надо купить цветы. А здесь должна сработать, знаете, у мужчины, есть такие мужчины, у них очень медленно все срабатывает. Но он все видит, он все знает. И он каждый раз ей говорит, ой, слушай, пора. И он как-то откладывает, но должен быть какая-то, знаете, вот как атомный взрыв, критическая масса. Бах! Взорвалось. И он решительно идет в магазин, покупает цветы и приносит просто так. Вот. Но женщина обычно, у нее тоже критическая масса. Да. Понимаете, она очень долго ждет. Не меньше. И когда это приходит, то это приходит обычно, так как мы говорили вот за столом, что у нее чувство ее сильнее, чем у него. Он решается, знаете, вот шаркает. Мужчина, он шаркает, он когда не знает, что делать, он начинает шаркать ногами. Он решается. Женщина не решается, она бум, и все, она лишилась цветов. И каждый раз она будет лишаться этих цветов, и если не будет его брать. А если он все-таки довез цветы, вот Гуна, как нужно реагировать? Вот муж таки подарил цветочки, допустим, не самый любимый, там, может быть, там не самый свежий ему всучили.
То есть это важно, или как нужно реагировать? Поблагодарить или просто, ну вот что, какая должна быть у женщины реакция? Ну, чтобы смотивировать на побольше. Ну, вы уже сами ответили. Да, то есть должна Благодарить, чтобы смотивировать на благодарить, побольше. нужно, это важно. Ну, вы сами ответили, Да. и Михаил говорил об этом, что да. Я вам скажу, Это мужчине важно. если женщина посмотрит оценочно на цветы, Все, да. она в большом риске. Только на 40 дней потом их получит, да, уже в виде пинка. Это самый большой риск, потому что на самом деле мужчинам мало что... Есть разные мужчины, есть такие, знаете, вот такие вот. Они идут в магазин, они выбирают цветочки, они там складывают. Мужчина говорит, дайте мне букет. Да. И ему что-то там отвалили. Ну, он что-то сделал, еще и не подрезали, вот с такими вот стволами принес домой дерево. Ну, поставил, так оно... Еще в машине Еще в машине вещи с собой телепать. вез. Он счастливый, нет, что, он счастливый, он не понимает, что все вот это вот такое. Если женщина посмотрит, ну что ты мне опять принес, все. Это отбито, знаете, она как будто его, ну, вот, навсегда. То есть радоваться всему, что придет. Потому что на самом деле он как ребенок. Он мужчина, он большой дитяти такой. Вот сделал дело, вот как ребенок, там стеклышко папе принес ребенок, папа, смотри, вот тебе подарок. И отец радуется, вау. Мужчина неопытен в этих вопросах. Он старается, он пытается что-то сделать. И оценить надо. В следующий раз он будет, он увидит, то есть должна быть оценка, но он сам засомневается в том, можно было лучше. А вот у меня тогда вопрос созрел, потому что вот есть конфетно-букетный период, когда мужчина ухаживает, да, дарит цветы. И вот чаще всего, наверное, самое большое количество внимания мы получаем, пока вы ухаживаете за нами, да, а потом уже в семейной жизни это все как-то так, и иногда может быть такой момент начаться, что вообще, то есть, но было, изначально у мужчины были эти намерения, то есть это не то, что там прошло и все, может быть где-то, как вот это может быть вернуть, вот это внимание мужа, вот как к этому найти подход? Может быть, было Манджари, что-то. Ну, Манджари. Я не буду. Нет. Называем не знаю. Я должен кланяться? У нас убегает. Я убегаю, я должен посмотреть, что Хорошо. Спасибо большое. Не за что. Как вернуть... Внимание, да, вот когда, вы понимаете, что есть эмоции, вы об этом говорили, что это проходит, и что сладкий вкус, а дальше, то есть это вы говорили демоверсия, да, но помимо, то есть есть какие-то вещи, которые мужчина это способен. Вот я точно знаю, что мой муж способен на подарок, он способен что-то там догадаться, и вот как вот, просто изначально мы это получаем просто так, я его ничем не мотивировала, да, как это вернуть, как это опять вот сделать, чтобы это было? Ну, есть такая японская пословица, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. А может быть, я как-то, ну так, это не звучит оптимистично, но нужно понять, что очень часто женщины, они держатся за какие-то вот все эти конфетно-букетные вещи. Ну, и все держатся и считают, что конфетно-букетный период, если закончился, то все, отношения закончились, ну, вот, любовь прошла, завяли помидоры. Вот, и поэтому нужно понять, что дальше есть другие этапы, то есть не обязательно оно должно быть вот так, как это было вот в демо-версии. То есть и все имеет тенденцию расти, и как бы когда это повторение, это может быть, ну, мы просто стоим на месте. Вот как. Вот, да. И мы опять хотим, Хотим. первый раз, первый класс называется. Но развитие – это рост, это изменение, и поэтому нужно понять, что на следующих этапах ну, вот все вот эти романтические проявления, они могут быть по-другому проявлены. То есть этот романтизм, он по-другому может как, выражаться. например? Ну, может быть, больше какой-то глубины проявляется в отношениях. Люди уже могут, ну, как бы, не просто цветочки там дарить друг другу, а дарить какие-то, ну, я не знаю, откровения, какой-то внутренний, сердечные какие-то вот эти вещи. Вот. Ну, У меня откровение, а я такая, цветочки. То есть явно развитие не одинаковое. Дело в том, что если есть сердечный контакт на уровне сердца, то на уровне других центров он автоматически приходит также в определенную гармонию. И опять же, если для женщины это является какой-то ее ценностью, то в ответ на
ну, на ее, что ли, такое к нему отношение мужчина будет склонен, ну, скажем так, он заточен на то, чтобы ее желание выполнять. То есть все, вот как Михаил говорил, все, в общем-то, от заказа зависит. То есть у женщин, у разных женщин есть разные заказы. Кому-то вот внутри цветочка им просто нужен позавес, а для кого-то это уже не столь, ну, скажем так, показатель какой-то. Вот. Поэтому, опять же, много зависит от уровня отношений, от того, что женщина заказывает, от ее какого-то такого устремления. Ну, уже оператор показывает, что время подходит к концу. Я бы хотела, есть такие пожелания, которые сбываются. И вот от вас вот столько тепла, вот что от Гуны, что от Камина. Вот скоро праздник, 8 марта, женский день. Гуна, что бы вы пожелали прекрасной половине человечества? Что бы я пожелала? Я пожелала бы найти гармонию в себе. Вот. Меня, наверное, скидают помидорами. Цветами. У нас 8 марта скоро, цветами. Меньше зависеть от одобрения окружающих. Вот. И тогда, ну, в общем-то, ну, пространство, оно развернется естественным образом и будет давать свое изобилие, если вот внутри вас есть вот это изобилие, все сложится. Я бы хотела пожелать вот этого внутреннего изобилия. Вот, и внутренних цветов, и садов, и цветущих полян, и вот этого всего. И если это будет внутри, то оно проявится во внешнем пространстве. Ой, замечательное, мне кажется, пожелание абсолютно такое. Ой, прям к сердцу, от сердца к сердцу. Ну и, наверное, мы тогда будем заканчивать. И, дорогие женщины, с наступающим 8 марта. Все уже сказала Гуна, все, что она вам пожелала. А я со своей платформы еще такого развивающегося человечка желаю вам внимания ваших мужчин. Желаю вам, чтобы у вас была гармония в семье и цветочков. Опять-таки, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам. Гуна всегда с удовольствием отвечает на них. Гуна открыто помогает людям. Мы ждем вас. До новых встреч. Для Михаила тоже будет. О, кстати, да, для вот Гуна здесь заметила, для Михаила тоже вопросы у нас, если есть мужчины или женщины, да, тоже. Это очень важно, вот так вот, когда раскрываете тему со всех сторон. Так что обращайтесь, и Михаила тоже задействуем. Он как-то не очень, по-моему. Михаил, нормально? Ну, если будут вопросы важные, почему нет? Все, обращаемся.